Всем привет, с вами Игорь на канале Homemade, и сегодня мы с вами сделаем серву непрерывного вращения. Поехали! Итак, для того, чтобы модифицировать сервопривод, нужно его разобрать. Но перед тем, как разобрать, его нужно подключить к Arduino, либо к любому другому устройству, и выставить в 90 градусов. Это очень сильно облегчит вашу работу в дальнейшем. Зачем это нужно, объясню по ходу модификации сервопривода. Итак, подключаем к Arduino. Здесь сейчас прошит скетч плавного перемещения от 0 до 180 градусов и в обратную сторону. Нужно прошить в Arduino скетч для установки серво в 90 градусов. Итак, Arduino прошита и серво повернулась в 90 градусов. Теперь старайтесь ее разбирать, ничего не двигая, не перемещая сам вал, чтобы он остался ровно в 90 градусов. Это очень важно, это облегчит работу. Ну и теперь можно приступать к разборке. Отсоединяем наклейки, потому что они будут только мешать. Здесь 4 винта, их нужно открутить. Винты откручены, и теперь снимаем крышку. То есть нам нужно полностью разобрать серву. Не бойтесь ее разбирать, потому что она должна быть полностью разобрана. Мы сняли нижнюю крышку, и здесь мы видим электронику, мотор и плату управления. Здесь есть несколько контактов. 2 контакта, к которым подсоединен мотор, а также 3 контакта, к которым припаян переменный резистор. Давайте разберем верхнюю часть. В данном случае вот этот переменный резистор, и на его оси находятся шестерни. Этот переменный резистор как раз таки и припаян здесь внизу к этим 3 контактам. И эти 3 контакта нам нужно сейчас отпаять. То есть нам нужно отпаять этот переменный резистор для того, чтобы вытянуть плату. Если не отпаивать, то вытянуть, к сожалению, не получится. Перед тем, как мы разбирали серву, мы установили переменный резистор в 90 градусов. Это очень важно. Сейчас нужно измерить на плате сопротивление, какие есть с одной стороны резистора и с другой стороны резистора. Таким образом мы узнаем, какие в будущем сопротивления нам нужно будет поставить вместо этого переменного резистора. Берем тестер и переключаем его в режим измерения сопротивления. Измеряем одну сторону. 2,03, 2,6. Итак, запомнили, что с одной стороны сопротивление резистора 2 кОм и 10 Ом, а сопротивление с другой стороны 2 кОм и 620 Ом. Нам нужно будет подобрать резисторы для того, чтобы добиться примерно такого же соотношения сопротивлений. Именно это соотношение и поможет понять нашей сервомашинке, что текущее положение в 90 градусов. Теперь приступаем к распаиванию. Нужно эти все части отпаять и разбирать. Итак, после некоторых усилий плата, кажется, отпаялась. Отлично. Она легко снялась. Нужно ее выпаивать очень-очень аккуратно, потому что очень легко оторвать дорожки, которые находятся с обратной стороны. Они крепятся очень-очень плохо. После того, как плату сняли, ее нужно почистить от следов пайки. В данном типе сервоприводов переменный резистор очень легко вытаскивается. Достаточно его взять, и он раз и вытащился. Он также выступает в роли оси, на которой располагаются шестерни. В других моделях сервоприводы подключены отдельно и не выступают в роли осевых. Но здесь это сделано так. Для того, чтобы можно было сделать серву непрерывного вращения, нам нужно модифицировать этот переменный резистор, чтобы он также стал постоянного вращения. По сути, нам нужно его испортить, сломать. Давайте сейчас перейдем к микроскопу и посмотрим на это дело поближе. Итак, вот наш переменный резистор, его нужно теперь разобрать. Здесь находится стопорное кольцо. Это стопорное кольцо нужно снять. Очень-очень аккуратно, чтобы оно у вас никуда не улетело. Потому что я один раз уже разбирал, и у меня это стопорное колечко улетело, я его едва-едва смог найти.
Итак, стопорное кольцо снято. Его можно отложить в сторонку. И приступаем к разборке переменного резистора. Для этого вытаскиваем вал. И видим, что внутри. Здесь находится вот такая вот стопорная часть, такой выступ. Этот выступ нужно убрать, он мешает вращению. Вот примерно так это должно выглядеть. Давайте попробуем, будет ли вращаться вал без остановки или будет ему что-то мешать. Так, пробуем вращать. И немножко цепляется, а вот в эту сторону совсем не хочет вращаться. На валу тоже есть небольшой горбик, который является также стопором. И его также нужно убрать. Вот такой результат у меня получился. Давайте теперь проверим. Надеваем ось, вставляем в корпус и пробуем вращение. Вращение происходит практически без какого-то сопротивления. Также эти контакты уже больше не нужны, потому что они свою роль не будут уже выполнять, и их можно просто обрезать. Теперь собираем все обратно. Вставляем ось в корпус и с обратной стороны фиксируем при помощи стопорного колечка. Теперь резистор непрерывно вращается. И на его основе можно собирать серву. Рассмотрим теперь плату электроники. Здесь есть 3 контакта, к которым раньше был припаян наш переменный резистор. И вместо него нужно теперь установить 2 постоянных резистора, которые будут говорить серве о том, что она находится в положении 90 градусов. Резисторы я буду припаивать, их можно как с этой стороны припаять, так можно и с этой стороны припаять. Как вам будет удобно. Выглядеть это будет примерно вот так. Здесь один резистор, а здесь будет второй резистор. Итак, смотрим, что у нас получилось. Здесь установлены резисторы. Этот резистор на 3 кОм, а здесь составной резистор. Здесь 2 резистора напаяны один поверх другого. Нижний резистор на 2,2 кОм, а верхний на 47 кОм. И общее сопротивление получилось 2,1 кОм. Используя такой делитель напряжения, я добился желаемого эффекта. Теперь при указании 90 градусов серво не вращается. А при указании меньшего или большего значения градусов, то серво вращается в ту или иную сторону. Прежде чем приступить к окончательной сборке, нужно произвести еще одну модификацию. Нужно модифицировать одну из шестерней. На шестерне находится стопор, и его нужно убрать. Для этого просто воспользуемся кусачками. Все, стопора нет, и он больше не будет мешать. Приступаем к сборке. Ставим на место переменный резистор, и дальше все шестерни по порядку. Вот и все. Серво беспрерывного вращения готово. Теперь для теста наденем какую-нибудь тягу и подключим к Arduino. Теперь давайте перейдем к скетчу. Я собрал очень простой скетч с очень простым примером. Вначале подключаем библиотеку для работы с сервоприводом, определяем ее, в сетапе указываем, к какому пину подключена серво, а также я сразу же задаю значение начальное, это 90 градусов. Если мы сейчас прошьем этот скетч в Arduino, так, пошла прошивка, загрузка завершена, и мы видим, что никакого вращения не происходит. Серво сейчас стоит неподвижно. Но если мы попробуем изменить значение, например, поставим 85 и прошьем Arduino, то начнется вращение в одну сторону. Если пропишем другое значение 95, то будет также непрерывное вращение уже в противоположную сторону. И самое интересное, это то, что мы можем задавать не только направление вращения, но также и скорость. Если мы изменим и вместо 95 поставим 140, прошьем этот скетч, то скорость будет намного выше. Соответственно, если мы поставим здесь 180 и прошьем, то это будет максимальная скорость вращения.
То же самое касается и вращения в противоположную сторону. Допустим, мы здесь напишем 50. Это будет половина скорости. И 0. Это будет максимальная скорость. Максимальная скорость вращения. Так, поставлю обратно 90 для того, чтобы она не шумела. Таким образом, можно задать не только направление вращения, но и скорость. Еще в качестве примера поставим 87. Это одна из минимальных скоростей вращения. И вы видите, вот он пытается вращаться. Но его легко остановить, потому что это, по сути, поворот на пару градусов. Но если поставить 85, то скорость будет чуть-чуть повыше. Вот скорость уже побольше и постабильней. Так что таким вот простым способом модификацией сервопривода можно получить сервопривод с бесконечным вращением. По сути, это даже уже не серво, это получился мотор с редуктором с возможностью регулировки направления вращения и скорости. И эту поделку теперь можно использовать в каких-то своих проектах, например, поставить сюда колесо, либо еще какое-то устройство. Я вам желаю успехов, пусть ваши проекты будут классные и интересные, подписывайтесь на канал. Всем пока!